Всем привет! В сегодняшнем видео без лишних слов я покажу 3 способа выполнения быстрых и оригинальных газетных дизайнов. Способ номер 1. Покрываем ноготь белым цветом гель-лака. Цвет можно использовать любой, но желательно светлый, чтобы перепечатанную газету было видно и она смотрелась ярко. Сушим гель-лак в лампе. Затем я беру любую газету, желательно, чтобы шрифт был жирным и маленького размера. Нарисованный на нем текст абсолютно не важен, ведь он будет в зеркальном отображении. Вырезаем небольшой кусочек, затем берем бескислотный праймер, то есть ультрабонд, и покрываем полностью весь ноготок или тот участок, на котором вы хотите сделать отпечатку газеты. Даем праймеру высохнуть. Так как бескислотный праймер оставляет липкость, газета перепечатается четко и красиво. Прижимаем вырезку газеты. Пока вы держите газетку, старайтесь пальчиком не сдвинуть ее, чтобы шрифт остался четким и не смазался. После отклеиваем газету. Видим, что текст перепечатался идеально. Берем топ и покрываем ноготь. Топ сушим в лампе. После этого я беру гель-паутину и наматываю ниточки паутины вдоль рисунка. Так мы сделаем оригинальную и очень яркую вырезку газеты. Паутину сушим в лампе и смотрим на результат. Красивый и очень эффектный дизайн. Я думаю, вашим клиентам такое должно понравиться. Способ номер 2. Покрываем ноготь тем же цветом гель-лака. Я взяла белый цвет, можете взять любой другой светлый цвет. Ноготь покрываем не полностью, оставляем кусочек уголка свободным. Просушиваем гель-лак в лампе. После я беру ватный диск и хорошенько смачиваю спиртом. Вырезав небольшой кусочек газетки, мелким шрифтом, который нам не нужен, прикладываем к салфетке. Нужный для нас шрифт остается сверху. Даем время, чтобы газета полностью пропиталась, достаточно будет минуты. Располагаем текст газеты в таком положении, как мы хотим, и прижимаем вырезку газеты. В таком положении газету удерживаем 30 секунд и старайтесь не сдвинуть газету, чтобы текст не смазался. После убираем газету и видим красивый перепечатанный, но уже не такой яркий рисунок. Затем я беру гель-краску цвета марсала и ватную палочку, хаотично растушевываю цвет по краю гель-лака. После беру черный цвет гель-краски, добавляю немного на ту же апельсиновую палочку и также растушевываю. Чистой стороной можете убрать излишки гель-краски. После чистую кисть я макаю в спирт или клинсер и вытираю уголок ноготка, избавляя от лишней краски. Тонкой кистью можете дорисовать контур более четким и высушить в лампе. Финальный этап – это покрытие ноготка топом, который мы также должны высушить. В результате получается эффектный дизайн обгоревшей старой газеты. Также очень быстро и необычно. Способ номер 3. Покрыв ноготь белым цветом гель-лака, можете взять любой другой светлый цвет, высушим его в лампе. После вырезаю небольшой кусок газеты, зажимаю пинцетом один край и аккуратно зажигалкой опаливаю его края, чтобы они были красиво обгоревшие. Затем берем еще один кусочек газеты, в этот раз кусочек будет мельче, также подожжем его, сделаем его более обгоревшим. Беру густую каучуковую базу и покрываю средним слоем ноготок. На этот ноготь с невысушенной базой я выкладываю кусочки обгоревшей газеты. Размещаю на ноготке, если какой-то край торчит, не переживайте, все уберем. Сушим ноготь в лампе. Затем я беру густой гель, можете взять густую базу, тонким слоем покрываем полностью весь ноготь, затем набираем объемную каплю геля и делаем выравнивание ногтевой пластины. Такое же выравнивание вы можете сделать с помощью густой базы. Сушим в лампе. Снимаем липкий слой. После, чтобы сделать ровный ноготь и убрать все торчащие кусочки, зашлифуем ноготок бафиком или пилочкой. Весь ноготь покрываем топом, матовым или глянцевым. Сушим топ в лампе. Очень оригинальный, реалистичный дизайн получился. Надеюсь, дизайны вам понравились и вы выберете для себя самый удобный подходящий способ выполнения. Присылайте ваши работы в мой инстаграм, я их опубликую с указанием авторства на вашу страницу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и дизлайки, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пока-пока!